Итак, всем привет! Очередная серия про Хонду. И сейчас пробег 119 256 километров. И значок пришел в негодность. Вот, мне надоело смотреть на это непотребство. Поэтому я заказал и купил новенький значок, который собираюсь сейчас установить сюда. Если вам интересно это видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и поехали смотреть дальше. Итак, с чего мы начинаем? Разумеется, мы читаем инструкцию по снятию элементов системы безопасности СРС. И первым пунктом у нас значится отключение отрицательной клеммы, после которого необходимо выждать 3 минуты. Прочитав, начинаем исполнять. Идем в моторный отсек, отключать аккумулятор. Для того, чтобы обесточить автомобиль, необходимо отключить аккумулятор. Нам потребуются перчатки, отвертка и трубчатый ключ. Откручивать мы будем отрицательную клемму, хотя не принципиально. Можно отключить отрицательную или положительную. Одну из них или обе сразу. Приступаем. Засекаем 3 минуты, а пока подбираем ключ Торкс для того, чтобы снять подушку безопасности. Для того, чтобы демонтировать подушку безопасности, необходимо отключить разъемы, которые находятся под рулевой колонкой, и открутить 2 болта Торкс. Приступаем. Итак, прошло необходимое количество времени, и открыв вот эту вот крышечку под рулем, мы приступаем к отключению разъемов. Разъемы, напоминаю, надо отключить прежде, чем откручивать болты. Приступаем. Итак, как вы видите, разъемы отсоединены. Для того, чтобы разъемы вынуть, необходимо отогнуть фиксатор. На желтом разъеме он один, на черном разъеме их 2. Потом провода удобно выдвигаются вниз, и теперь можно безопасно извлекать подушку из автомобиля. Вот, что мы и сделаем. Откручиваем 2 болта Торкс Т30 с одной и с противоположной стороны. Расположены они вот в этих местах. Приступаем. Итак, что же мы видим внутри, когда демонтируем подушку безопасности? В первый раз, когда я ее снял до начала видео, значит, необходимо было вот эти вот проводки немножко выправить вот из этого места. А здесь мы видим четкое посадочное место. Эта подушка была у дилера, вот, и на ней меняли пиропатрон. Вот, как мы видим, здесь сильно ничего не изменилось. Вот, теперь нам надо избавиться вот от этих вот клепок для того, чтобы снять накладку подушки безопасности. Потом надо еще умудриться эти клепки поставить на место. Вот, ну что, приступаем к разбору и снятию пластиковой накладки. Получается 1, 2, вот здесь вот 3, и вот здесь вот 4. Значит, клепки, крепление пластиковой крышки к элементу подушки безопасности. Итак, приступаю к высверливанию заклепок. Сверло на 6 справилось с этой задачей меньше, чем за минуту. Металл очень мягкий и очень легко высверливается, поэтому проблем не составляет. Вторая заклепка ушла так же быстро, как и первая. Проблем никаких. И вот мы уже попрощались с заклепкой номер 3 и приступаем к заклепке номер 4.
примерно это также выглядело со всеми остальными. После того, когда все высверлено, делаем вот такое вот нехитрое движение. Просто надавливаем сверлом на высверленную клепку. Таким образом, вы получаете доступ к планке. Она очень легко вынимается. Вот, с этой стороны подушка освобождена. Теперь с этой стороны. Далее необходимо извлечь вот эту вот металлическую скобу из зацепления с пластиком. Для этого ее, как получится, отгибаем и вставляем отверточку вот таким вот образом. Вот так вот. И приподнимаем. Сначала освобождается одна сторона, потом точно так же освобождается вторая сторона. Вот, то есть отверточку мы именно вот таким вот образом устанавливаем и потихонечку начинаем вынимать подушечку наверх. Вот это вот контактная группа здесь такая вот установлена на гудок, на сигнал. Вот, поэтому извлекаем теперь подушку из корпуса. По мере извлечения самой подушки из пластикового корпуса возникает проблема с деталями, которые были не до конца высверлены. Если вы высверлите их до конца, будет немножко проще это все сделать. Но, в общем-то, и не высверлив их до конца, все получается удачно. Единственное, что в момент, когда они упираются в пластик, необходимо вот таким вот образом пластик немного отогнуть, для того, чтобы остаток клепки легко прошел в зазор между пластиком и металлом. Вот, продолжаем извлечение, значит, подушки. Здесь она стоит на фиксаторах, держится все еще. Вот, поэтому в этой части мы ничего не трогаем. Итак, после нехитрых манипуляций элемент подушки извлечен из корпуса. И теперь нам остается только срезать вот эти вот пластиковые, значит, напайки, для того, чтобы распрощаться с нашей старой некрасивой эмблемой. Приступаем к срезанию их канцелярским ножом. Итак, спустя 5 минут все ножки срезаны. Вот, но скажу, что это, наверное, самая опасная на текущий момент операция, потому что работать с тонким лезвием в ограниченном пространстве очень-очень нелегко. Защиты у рук практически нет никакой, поэтому только плавными, проверенными движениями можно аккуратно срезать, не повредив руки. Вот, ну что, а теперь настало время выкинуть то, что срезали, и попрощаться уже наконец-то со старой эмблемой. Итак, настал торжественный момент. Переворачиваем крышку и прощаемся со старой эмблемой. Вот так выглядит крышка с отложениями пыли, которая здесь скопилась со времен производства и до настоящего времени. А ни много ни мало 13 лет. Вот, теперь настало время нам достать новую эмблемку и попробовать ее примерить. Вдруг не подойдет, и все труды напрасно. Итак, хотелось бы сказать, что китайская запчасть подошла идеально и встала на место, как положено, но нет, так не было. И то, что она встала легко, тоже такого не было. Достаточно много усилий, кропотливого труда пришлось применить для того, чтобы ее посадить на места. Как вы видите, здесь немножко вот проглядываются места крепления на просвет. Но когда установим, наверное, этого видно не будет.
И теперь необходимо заплавить вот эти вот ножки. Конечно, если их просто срезать и не заплавлять, в следующий раз будет проще поменять эту эмблему. Но вместе с этим есть вероятность, что при срабатывании подушки эта эмблема улетит вам в лицо. Мне, например, такого очень не хочется. Вот, поэтому я сейчас паяльником аккуратненько заплавлю все вот эти вот отверстия. Ну, ножки расплавлю, чтобы они были как грибочки. Вот, и буду собирать подушку обратно. Вот. Значит, когда мы поджимаем ее и расплавляем, дожидаемся момента затвердевания, и тогда сама эмблема, она остается утопленной внутри подушки. Вот. Поэтому аккуратненько приступаем к заплавке ножек креплений эмблемы. Для того, чтобы добиться вот такого вот великолепного результата, значит, и выравнивания максимального, значит, в плоскости, ну, параллельно плоскости, значит, накладки на подушку, мне пришлось промышленным феном подогреть немного пластик, чтобы эмблема села, как доктор прописал. После чего, значит, упирая одной половинкой в стол, я снизу надавливал на эмблему, тем самым располагая ее максимально глубоко внутрь накладки подушки безопасности. И в этот момент паяльником давил вот эти вот ножки. Паяльник у меня имел, нажали в центре, значит, этот выгорание, поэтому получалось, ну, достаточно так это легко. Оно, значит, это превращалось в некие такие грибоподобные, значит, блямбочки. Держится нормально, крепко. В общем-то, переделывать, я думаю, это бессмысленно, без специнструмента, который здесь был изначально на заводе. Все равно ничего лучше, чем вот это не получится. Функцию свою она выполняет. Вот, поэтому подушку безопасности собираем обратно. Больше всего крови мне, конечно, попили вот эти вот клепки, которые устанавливаются вот в этих вот местах. После того, как я их высверлил, они упорно не хотели вылазить из своих посадочных мест. И для того, чтобы вытащить, мне пришлось их сверлить с 3 сторон. Вот, то есть аккуратно лезвием я их подгонял, потом сверлил с 3 сторон, и только после этого они выдавливались, но в сторону, где расположен сам мешок подушки безопасности. И оттуда аккуратненько я их поддевал вот такой вот скрепочкой, вот, и вынимал. Вот, но, слава богу, процесс уже завершен. Вот, теперь осталось только, значит, заклепать все обратно. Вот, значит, подлезет расклепыватель сюда или нет, я пока не знаю. Будем смотреть, зависит от его конкретной модели. Вот. Ну, а на этом видео на сегодня я заканчиваю. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот, всем пока.